Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install, меня зовут Виталий. Как-то я выкладывал видео, в котором устанавливал кнопку старт-стоп, а точнее 3 в одном. Это видео достаточно популярное, и люди устанавливают эту систему достаточно часто. Но, честно говоря, я не люблю устанавливать эту именно 3 в одном систему. Почему? Потому что в ней есть плюсы. Например, свободные руки, то есть вы подходите, машина открывается, вы отходите, машина закрывается. Но в ней есть также и минусы. Она закрывается иногда с ключами внутри, она иногда хлопает дверями, она иногда чаще всего случается, что меня, например, раздражает, это то, что она моргает поворотниками, она закрывает двери при нажатии на педаль тормоз и так далее. То есть, как бы вот эти нюансы и казусы, они мне очень не нравятся. И поэтому я сам лично не люблю устанавливать эту систему в том варианте, в котором она продается. Для тех, кто хочет установить кнопку старт-стоп с дистанционным запуском, и чтобы при этом система была адекватной, я предлагаю создать симбиоз. То есть, есть кнопка, которая заводит только бензиновые двигатели. Для газовых, дизельных она не очень подходит. Есть кнопка, которая универсальная, подходит для всех двигателей. И есть блок управления центральным замком. И я предлагаю из них создать симбиоз, то есть соединить. Ну, как бы у тех, кто на бензиновом двигателе двигается, можно эту кнопочку, она подешевле. Всем остальным, ну или если вы не хотите экономить, я бы рекомендовал взять Cardot. И вот есть Chadwick. Я ссылки на них оставлю в описании под видео. А как это все объединить и создать в симбиоз, я покажу сейчас. Чем эта система отличается от штатной? Штатный брелок после включения зажигания не функционирует до выключения зажигания. Эта же система будет функционировать, то есть как бы она будет и запускать движок дистанционно, и работать после запуска двигателя, то есть в машину можно будет попасть без проблем. Итак, как я уже говорил, использовать будем вот такой вот блок управления центральным замком. К нему идет провода. Так, инструкция по установке. Вот схемка подключения, описание его работы. Так, есть два лезвия заготовки под ключи. Кстати, их можно выбрать. То есть я выбрал под Hyundai. Есть заостренный конус, есть тупой. И сами брелки выглядят как брелочки от нового Грэнджера последнего. То есть, видимо, китайцы их изготавливают, ну и заодно продают. То есть, как бы выкидной ключ, лезвие. Я вставлю сейчас заготовку, покажу, как оно ставится. Вот так складывается, вот так выкидывается. Вот. Ну и есть стопор, который вставляется вот в то отверстие для того, чтобы зафиксировать лезвие ключа. Здесь есть два ключа в комплекте, одинаковые абсолютно. И вторая система, я буду использовать Cardot. Это универсальная система. У нее есть такие же функции с брелками и так далее, но цена у них непомерно высока. Поэтому я предлагаю тот вариант, который будет дешевле. То же самое, то есть описание всех функций, переключателей и так далее, схема подключения. Все здесь есть. Вот. Эта же система работает от телефона. То есть можно скачать приложение и через приложение управлять. Но я этого не делал еще никогда. То есть как бы тут нужно приобрести какой-то модуль дополнительный. Вот он. И он стоит достаточно дорого. Возможно, если кому-то будет интересно, то может быть я установлю такой. Кроме инструкции здесь есть основной модуль.
двухсторонний скотч для того, чтобы приклеить его к какой-нибудь поверхности. Им и воспользуемся. Я приклею с помощью него два модуля. Так, ну вот модули каждый склеит может как ему нравится. Можно склеить вдоль, можно поперек. То есть как бы я так думаю, что я, наверное, все-таки склею вдоль, а там уже разберемся. Итак, соединяем все разъемы на свои места. По-другому подключить их не получится. Так, и собираем в симбиоз. То есть разбираемся, какие у нас будут использоваться провода, какие нет. Вот здесь написано, что вот эти провода используются для управления центральным замком. То есть, когда будет центральный замок управляться с модуля через телефон, то вот эти провода будут использоваться. В данный момент они не используются. Поэтому я их сразу откушу. Ну или как бы пока откину в сторону. Так. А среди этих проводов уже нужно найти то, что потребуется для подключения. Итак, вот по этой схеме видно, что вот это силовые провода подключаются к замку зажигания и будут имитировать, кнопка будет имитировать замок зажигания. Здесь органы управления подключаются, то есть для активации и деактивации белый и бело-черные провода нужны. Так, потом желто-черный идет на байпас. То есть в случае, если у вас чипованный ключ и вы будете подключать через рамку и чип как-то обходить, то вот этот провод вам понадобится. Если нет, то его можно обрезать. Синий провод — это сигнал запущенного двигателя. Он сажается либо на датчик масла, либо на бензонасос, либо на генератор. В общем, на тот провод, на котором появляется плюс при запущенном двигателе. Так, оранжевый — ручной тормоз, минус. Этот провод, в случае, если у вас автомат, то можно посадить его просто на минус. Ну, можно и на ручной тормоз. Кстати, в случае, если у вас механика, я настоятельно не рекомендую устанавливать данную систему, потому что у нее нет варианта проверки нейтрали. То есть, если его и устанавливать, то изначально нужно предусмотреть, чтобы у вас не срабатывало при включенной передачи коробки. То есть, если сделать устройство, чтобы подавался минус, когда нейтралка стоит, то тогда вот этот провод нужно будет туда использовать. И только в этом случае можно будет использовать на механике. Так, оранжево-черный провод у нас используется для запуска, для стартера именно. То есть, при нажатии на педаль тормоз срабатывает запуск двигателя. И коричневый провод сажается на поворотники. И вот здесь как раз можно использовать как блокировку активации кнопки. Итак, что мы получаем? Значит, с этими проводами разобрались. Теперь разберемся с этими проводами. Здесь по схеме обозначено, что центральный замок — это вот эти 6 проводов. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот они. Далее, фиолетовый — это выход на габариты. То есть вот он. Красный — это питание системы. Черный — это минус питания системы. Розовый — это выход на дополнительные функции, например, закрытие стекол. Ну, я не знаю, будет ли оно использоваться, скорее всего нет, но я его откину в сторону, потому что, скорее всего, он использоваться не будет. И оранжевый выход на реле багажника. То есть открытие багажника.
Для того, чтобы сообразить, что у нас будет на выходе на управление, то есть здесь можно сделать как силовые цепи управления, так и управление пневматическим мотором или вот пневматическим мотором. Дополнительная система управления, то есть как бы если у вас нету движков, то вы можете установить движки, расключить по вот этой схеме и будет работать. Я подключу, так как у меня скорее всего будет это на Hyundai, то будут минусы на выходе. В связи с этим желто-черный провод и синий провод нужно посадить на минус. То есть вот этот и вот этот. Так. И при этом на желтом и на коричневом проводе будет появляться минус в зависимости от того, на какую кнопку нажмем. А зеленый и серый провода использоваться не будут. Поэтому я их сразу отрежу. Теперь вот этот коричневый провод, который идет для активации кнопки, то есть на блоке кнопки, нужно подключить так, чтобы на него подавался аварийный сигнал в момент, когда срабатывает центральный замок. Но для того, чтобы он у нас работал как защита, как блокировка, и не на каждое открытие замка открывал, а только с брелка, нужно подключить его до диодов. То есть, если его подключить после диодов, он будет работать на любую вспышку. А если его подключить до диодов, то есть как бы ближе к блоку, то он будет реагировать только на нажатие брелка. То есть, когда брелок подает сигнал, включается аварийный сигнал и соответствующее положение центрального замка срабатывает. Так, подключу его сюда. Итак, эти два провода выход на поворотники. То есть с одного провода через диоды развязывается и подключается на правый и на левый поворотник. Теперь питание нужно я немного его заизолирую, окультурю и подвожу к основному силовому разъему, то есть вот сюда. Плюс на плюс, минус на минус соответственно. Так. Отсюда выделяем минус, черный провод, и я их вместе вот так вот скручу сейчас. Так, и они у нас будут уходят на массу. Так. Теперь вот эти силовые провода пойдут на разъем замка зажигания. Так, тоже их вместе. Так, они у нас будут достаточно длинные, то есть я где-то вот так их и сделаю. Вот так. Теперь здесь у нас остаются вот эти провода, пойдут на управление центрального замка и багажника. Так, делаем тоже вот так. Так, вот эти белые два провода мы отправим на актуатор центрального замка, на силовые цепи именно. То есть у нас цепи управления будут желтый и коричневый, а силовые цепи, то есть для активации
они пойдут отдельно. И вот что у нас остается. То есть оранжевый провод, вот этот оранжево-черный, это педаль тормоза. Оранжевый провод на ручной тормоз или на нейтраль, то есть датчик нейтральной скорости. И синий провод этот на детектор запущенного двигателя, а желтый провод на обход иммобилайзера. Ну, как бы он здесь в Корее, его практически не использую, потому что здесь основная масса автомобилей не чипованы ключами. Для того, чтобы было наглядно, я буду использовать блок центрального замка и актуатор, чтобы было видно, что у нас происходит. Так, вот я подключаю водительскую дверь, как бы подключаю, как бы водительскую. Так, которая у нас управляет всеми остальными дверями, ну или с замка, с ключа, если открывать. Вот, то есть в данный момент я вам покажу, что у нас работает блокировка. Как работает центральный замок, я здесь останавливаться не буду, я об этом рассказывал в другом видео. Если вам интересно, перейдите по ссылке и посмотрите, как это делать, как он работает. Так, для того, чтобы видеть, что происходит, нужно подключить кнопочку. Для того, чтобы сейчас проверить, я подам питание на красный провод. Но у нас тут два красных провода: питание блока кнопочки и питание блока управления центральным замком. Так, ну и туда же я подцеплю сам центральный замок. Так, вот наш мнимый аккумулятор. То есть я подаю. Пока еще не подключил, но подключу туда плюс. Так, и все минусы у нас идут тоже в кучку. Подаю питание. И открываю центральный замок. Как видите, центральный замок у нас работает. Кнопочка не активируется. Вот. Но теперь нужно подать управление, желтый и коричневый провод, на управление центральным замком. Итак, с брелка у нас закрывается и открывается. Закрывается и открывается. Для того, чтобы активировать кнопку, нужно подключить к цепям, силовым цепям актуатора, это вот в данном случае синий и зеленый провода, белый и черно-белый с блока управления кнопкой, которые мы подготовили. Итак, кнопочка, как видите, не активна. Она бликует. То есть при открывании и закрывании с ключа или с руки кнопка не активируется. При этом, если открыть с брелка, у нас активируется кнопочка, а при закрытии она деактивируется. При этом, если просто открыть, она не активируется. То есть открыть нужно обязательно с кнопочки. Своеобразная защита от угона. Итак, система проверена. Я отключаю центральный замок. Так, снимаю питание. Ну и я думаю, будет намного удобней. Так, минус потом подключим уже, как положено. Так, и вот здесь, я думаю, будет намного удобнее, если вот сюда приделать разъем. У меня в основном автомобили Hyundai, поэтому я купил вот такой вот наборчик.
На автомобилях Hyundai стандартные разъемчики вот такие. И там, где у нас включается замок зажигания, так называемый мама. Поэтому я буду устанавливать сюда папу, чтобы от замка отсоединить разъем и воткнуть его сюда. Ну, я сейчас покажу наглядно. Так, разъемчик состоит вот из таких вот деталей. Клемм наконечников, корпуса и крышечки. Крышечку нужно одеть изначально на провода. Ну, либо потом уже, когда соединять будем. Так, ну вот сейчас я подпаяю все клеммы наконечники на проводке. Если у вас имеется обжимка в арсенале, то можно воспользоваться ей. Я вот воспользовался паяльником, что тоже неплохо. Далее выясняем распиновку замка зажигания и подключаем согласно схеме. Собираем разъемчик. Так, это не село. Все до щелчка и защелкиваем на замочке. Так, из автомобиля будет вот такой вот разъем мама, и надо будет из замка зажигания его вытащить, а сюда вставить. Так, наоборот, вот так. Вот. Итак, что мы получили в итоге? То есть вот такое устройство. Кнопочка само собой сядет на свое место. То есть как бы я сейчас ее уберу. Но подготовка уже готова устройство. Кнопочку ставим вместо замка зажигания. Разъем на замок зажигания. То есть для Hyundai, скажем. Вот он готов. Можно купить для вашего автомобиля и подготовить. Масса. И остаются провода, которые подключить на ручной тормоз, либо на массу, на ножной тормоз, контроль запущенного двигателя, поворотники для индикации и управление центральным замком, минусовое управление, центральный замок и багажник. Ну и в общем-то все на этом. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Я думаю, сложностей не должно возникнуть. Если возникли какие-то вопросы, задавайте. Я думаю, в этом варианте это будет намного четче и корректнее работать, чем 3 в одном. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи, увидимся в ближайшем ролике.